Привет, друзья! Это Макс, ваш учитель русского языка. Сегодня в этом влоге для изучения русского хочу вам показать мои сборы. Мои сборы. Вообще сборы... это когда ты собираешь вещи, да, собираешь и упаковываешь вещи, например, в чемоданы. Например, если ты переезжаешь, тебе нужно собрать вещи, упаковать вещи и потом уже поехать куда-то. Вот сегодня у меня день сборов. Вообще, завтра я уезжаю, завтра мой последний день во Флорианополисе. Моя жена Юля и моя дочь Сабрина уже уехали. Почти 2 недели мы в разлуке. Очень грустно. Но скоро мы встретимся. И сегодня хочу показать вам, как проходят мои сборы, которые стали уже неотъемлемой частью моей жизни. Потому что, сколько за последние годы мы переезжали. Это просто... Сколько стран, сколько разных городов, разных мест. Это просто... Это ужас какой-то. Это ужас какой-то. Вот. Но давайте покажу, как примерно это выглядит. Так, у меня есть чемоданы. Это первый чемодан. Кстати, пока он лежал здесь 3 месяца, он весь, он вообще не лежал, я не прав, он стоял, да, сейчас он лежит, но он стоял вот там в углу, и он весь покрылся плесенью. Вот здесь везде была плесень, я когда открыл его, оттуда просто такая волна, волна такая, как это описать, волна, аромата плесени. Короче, запах плесени просто ударил сразу мне в нос, такой едкий, очень едкий запах плесени. Пришлось брать этот чемодан, идти с ним в ванную и там вместе принимать душ. Да, я принимал душ вместе с чемоданом. Ладно, давайте забудем этот факт моей биографии. Здесь второй чемодан, это даже не совсем чемодан, это сумка. Такая вот сумка, которую я тоже постирал. Да, с этой сумкой я тоже принимал душ. Но здесь нету собачки. Видите, молния есть, но нет нигде собачки. То есть нельзя ее застегнуть. Здесь, например, собачка есть. Собачка — это вот эта штука. Не знаю, мы всегда называем ее просто собачка. Я без понятия, почему это собачка. Маленькая собака, да, но это собачка. Короче, здесь нет собачки. Здесь она есть, а здесь ее нет. И поэтому, что делать? Вообще, эта сумка уже на ладан дышит. Честно говоря, я думаю, что... Я очень хочу, чтобы она послужила мне в последний раз, и потом она, я думаю, что пойдет на отдых куда-то. Вот. Потому что она уже немножко в таком состоянии не очень хорошем. Ее главный плюс, что она кажется маленькой, но на самом деле она безразмерная. Ее можно увеличивать с помощью, вот здесь вот, да, видите, можно еще так вот, сделать, и она увеличится еще. Плюс можно кучу всего напихать в карманы. Короче, это абсолютно безразмерная сумка. И, значит, это 1, 2. У меня будет еще ручная кладь в виде вот этого рюкзака. Здесь будет ручная кладь. Вернее, не так. Не ручная кладь, а как это, carry-on, да, baggage. То есть то, что я возьму с собой в самолет и положу в верхний шкаф. И еще у меня будет маленькая сумка. И еще один чемодан. Так, вот он здесь. Да, вот здесь. Вот этот чемодан. Это 3-й чемодан. Всего 3 чемодана. 1, ручная кладь и 1 маленький рюкзак. Проблема 3-го чемодана в том, что у него расходится молния. Посмотрите. Вот. Ты берешь, его застегиваешь. Застегиваешь молнию, застегиваешь чемодан, а молния не застегивается. Вот это мы называем
не застегивается. Ну, мы говорим, да, не застегивается. Молния расходится. Молния расходится. И это проблема, потому что, ну, мои вещи просто могут вывалиться. Надо будет в аэропорту обязательно... Во-первых, у меня есть ремни специальные, ну, как специальные, ну, просто ремни, черные такие ремни. И этими ремнями я стяну рюкзак, то есть чемодан, да, не рюкзак, а чемодан. Я стяну его ремнями, наверное, 2 ремнями. И плюс я еще, конечно, в аэропорту упакую хорошо лентой этот чемодан. И нужно сделать так, чтобы этот чемодан, чтобы там были всякие ненужные вещи, чтобы я его открыл в самый последний момент. Как-то так. Вообще, есть старый дедовский способ, как починить такую вот собачку. Да? Здесь дело не в молнии, наверное, а дело именно в собачке. Собачка у нас просто не так хорошо как бы сжимает 2 части молнии, да, она их хорошо должна сжимать, а собачка немножко расслабилась. Поэтому что нужно сделать? Что нужно... Ой, блин, там еще сколько вещей! Боже мой, боже мой. Что нужно сделать? Это немножко, давайте покажу, это немножко поджать собачку с 2 сторон. Вот так вот. 1 и 2. Ну, понятно, что собачка уже как бы не в самом лучшем состоянии, иначе она бы работала хорошо. Но это, по крайней мере, скорее всего, это поможет сейчас нормально закрыть этот чемодан. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Но, честно говоря, нет. Она все равно работает не очень хорошо. Сейчас попробую еще чуть-чуть поджечь. Что сегодня с моей речью? Поджечь. Это вообще что такое поджечь? Это какая-то птица. Поджать. Я попробую поджать. Еще. Но не знаю, насколько это сработает. Делаю я это с помощью моего мультитула. Здесь есть плоскогубцы. Плоскогубцы. Еще название старое пассатижи. Не знаю почему. Пассатижи. Дедушка всегда говорил пассатижи. Но вообще мы говорим плоскогубцы. Вот такая штука. Так, ну что, проверяем. Отлично, отлично. Оп. Все здесь идеально. Здесь тоже хорошо. Понятно, что на эту молнию нельзя рассчитывать. Нужно обязательно будет стянуть ремнями этот чемодан. Кстати, а вот и ремни. Внутри этого чемодана были ремни. Как раз для того, чтобы стянуть его. Вот так вот. Конечно, эти ремни не то чтобы супер надежные. Все равно надо будет обязательно обернуть чемодан лентой специальной, вот этой, да, лентой черной или белой, прозрачная, да, черная она обычно или прозрачная. Вот этой лентой обязательно нужно будет обернуть весь чемодан. Можете посмотреть, как я жил последние 2 недели. Вот здесь у меня был, и есть еще стол. Это обеденный стол и рабочий стол. Я сюда поставил ноутбук и сделал себе здесь рабочее место, потому что предыдущее место вот здесь, здесь есть место, видите, специальное рабочее место, но его проблема в том, что ты здесь сидишь и постоянно смотришь в стену. Справа стена, слева стена, впереди стена. И у меня через 2-3 часа начинали болеть глаза. Я прям чувствовал давление такое на глаза. Потому что вот когда ты сидишь здесь, ты можешь отвести глаза от экрана и сразу посмотреть вдаль. Да, там, или на улицу, или хотя бы вот сюда. То есть у тебя фокус меняется, фокусное расстояние у тебя меняется. А когда ты сидишь здесь, то ты постоянно смотришь или в экран, или в стену. И у тебя глаза в одной, постоянно как-то в одной позиции. И постоянно напряжены. А нужно, чтобы ты вперед, назад мог вот так вот менять фокусное расстояние. Тогда глазам легче. Вот, поэтому я сидел здесь 2 месяца. Это было отвратительно. И потом я перебрался
сюда. Но есть еще одна причина, почему я поставил компьютер сюда. Причина в том, что последние 1,5 недели я по 12-13 часов в день работал над новым сайтом. Кстати, вы уже видели новый сайт? Зайдите russianwithmax.com. Новый сайт, полностью обновленный, обновленный интерфейс, обновленные фишки. Вот, зайдите, посмотрите, пожалуйста, и напишите мне, что вы думаете. Обратная связь очень-очень важна для меня. Так вот, 1,5 недели по 12-13 часов я сидел как сумасшедший и пилил сайт вот здесь. Пилил здесь сайт. И утром я здесь завтракал, да, вот кофе, обычно это кофе, сэндвичи, вот, завтракал и приступал к работе. Ну, я ходил на прогулку или на пробежку, еще, да, немножко старался хоть чуть-чуть двигаться. Но вообще, вот так я провел 1,5 недели. Было тяжело, но надеюсь, что результат вам понравился. Какой у нас план? Как я все буду делать? Мне нужно собрать все вещи, которые в ванной, в спальне, в гостиной, на кухне. Все вещи я собираю, которые, ну, я буду брать с собой. И я их кладу сюда на диван. Вот здесь у меня часть на диване. И после того, как я их разложу на диван, часть прямо на пол положу, после этого я начну их сортировать по моим 3 чемоданам. По 2 чемоданам и сумке. Но давайте говорить чемоданы. По 3 чемоданам буду раскладывать все вещи. Ну и все, что пойдет у меня в ручную кладь, а в ручную кладь я могу взять мой рюкзак, то все это я буду класть вот сюда на стол, и это пойдет в рюкзак. Это я возьму с собой прямо в самолет. Здесь еще в углу, есть вещи, которые я, может быть, возьму, а может быть, не возьму. То есть это вещи, которые, если будет место, то нужно взять. Если места не хватает, то эти вещи мы решили оставить. Вот, как-то так. Надеюсь, что я ничего не забыл. Пока работал над сайтом, я 10 часов в сутки слушал музыку. Почему-то очень, в эти 1,5 недели очень заходили White Snake, Motley Crue и еще ряд групп. Но в основном вот это были Motley Crue и White Snake. Почему, не знаю, почему-то прям вот то, что было нужно. Но сейчас буду слушать Aerosmith и собираться. Ну, потому что почему бы не послушать музыку? There's something wrong with the shoe today. I don't know what it is. Нет, я знаю, что не так с этим ботинком. Прикиньте, он стоял вот так в шкафу, в гардеробе. Вот так. Просто стояли ботинки на полу. Ну, не на полу, а на... Короче, давайте я вам покажу. Вот здесь, друзья, вот здесь стояли ботинки. И на подошве у этих ботинок появилась плесень. На подошве, Карл, на подошве. Ну, даже видно вот там в углу, что там есть плесень. Эй. Поэтому я мою, например, ботинки. Я уже помыл 3 пары, это 3-я пара. Ну, остальные 2 просто были грязные, а на этих была плесень на подошве. Что? Вот.
Короче, да. Поэтому вот полчаса. Время сейчас полетит вообще просто очень быстро, потому что ты помыл один ботинок, другой, третий, положил это сюда, тут что-то выбросил. Сборы это, знаете, это такой вид препровождения. Вид препровождения. Вид времяпрепровождения. Господи. Это такой вид времяпрепровождения. Да, вид времяпрепровождения. Не самое простое слово, да. Вид времяпрепровождения. Или времяпровождения. Так, VPN. Зачем нам VPN? Мы же не в России. Так, время Кто придумал такое слово? Чего? Как вернуть парня? Это при чем здесь? Времяпрепровождение и времяпровождение. Да, действительно. Спасибо порталу Грамота.ру, который всегда помогает мне в трудных жизненных языковых ситуациях. Времяпрепровождение — то же самое, что и времяпровождение. Пассатемпо, короче. Времяпрепровождение. Как вообще это можно выговорить? Окей. Короче, сборы — это некий вид времяпрепровождения. В общем, дел много. Собраться за 2-3 часа можно, если стоит такая цель. Если необходимо, можно. Просто все вот так. И все. Но у меня такой цели не стоит, поэтому я потихоньку, постепенно, весь сегодняшний день я буду этим заниматься. Ну, практически весь. Я начал в 10, сейчас 11 утра. Ну, посмотрим, во сколько я закончу. Но еще будет перерыв на обед. Короче, я столкнулся с одной проблемой. У меня есть мои весла от Паккрафта. И вообще они разборные. Они разбираются на 4 части. Сейчас 2, но можно еще вот здесь, их, значит... В общем, можно их разобрать, да, снять вот эту часть. Но проблема в том, что у меня не получается. Весла, я не знаю, что-то, видимо, случилось с этим пластиком, с материалом, и он, видимо, как-то сжался, и я просто не могу физически, вытащить. Раньше это было сделать очень тяжело, но сейчас мне даже вот эту кнопку мне нажать сейчас стоит огромных усилий. Вот давайте я попробую. Нет, не могу, даже кнопку нажать не могу. Когда-то я делал это вот так вот. Клал весло под матрас и крутил. Но сейчас вообще ничего не помогает. Я положил их в душ, включил холодную воду, чтобы они немного сжались, чтобы материал сжался. Но это тоже не помогло. Не знаю, что делать. Есть какие-то идеи, ребят? Я обнаружил, что мой Паккрафт влажный. Я недавно ездил кататься на Паккрафте. Мы ездили с Юлей, с Сабриной. И насос шумит, стиральная машина отжимает. Много шума, наверное. Так вот, я обнаружил, что он влажный. Поэтому я хочу его накачать. Ага, все, надо выключать. Оп. Так. Все, оп-оп-оп, и блокируем клапан. Все, отлично. Вот, нужно сейчас еще подкачать лодку. И я хочу феном ее просушить, убрать всю влагу. Потому что, я не скоро еще буду использовать Паккрафт, и нельзя, чтобы он находился влажным. Кстати, по поводу влажности. Огромное количество одежды просто заплесневело в этом шкафу. Здесь, вот посмотрите... Посмотрите вот на эту часть стены, не знаю, видно, вроде видно, вот это темное, это плесень. Здесь внизу тоже вот плесень. И на самом деле с той стороны, там вот тоже, вон, там видно
плесень. Короче, проблема в том, что здесь в ванной нету вытяжки. И вода часто задерживается здесь везде. Видите, вон здесь тоже везде плесень пошла. Потому что нет нормальной вытяжки, есть только окно. Нет вытяжки и нет никакого нагревающего элемента, даже полотенцесушителя обычного. Вот, поэтому постоянно влажно. И я думаю, что влага проходит через эту стену. Вот, и вот здесь, вот, поэтому она проявляется везде. Здесь, здесь. Короче, такая себе история. Ну что ж, 13:40, друзья, 13:40. Сколько времени прошло? Что я успел сделать? Давайте вам покажу. Так, ну смотрите. Здесь у меня электроника и маты. Это все мне нужно будет положить в ручную кладь. То есть в самолет с собой возьму. Весла я пока не смог разобрать. Я не знаю, что с ними делать. Но окей, я подумаю об этом чуть позже. Здесь пару мешков с мусором. И вот я пока ничего не упаковывал, я не раскладывал вещи по чемоданам. Вещи пока просто на полу и вот здесь везде. То есть я подготовил вещи для того, чтобы их можно было упаковывать. Вот такое количество вещей у меня вышло. Я не знаю, друзья, как вы думаете, получится такое количество вещей распихать в 3 чемодана? Ну, должно получиться. А вот здесь еще у меня вещи, которые пойдут в ручную кладь. Я решил взять один рюкзак небольшой, он будет у меня за спиной. И еще взял один гермомешок, и это у меня будет ручная кладь. Я посмотрел, ручная кладь там достаточно большая, 55 сантиметров на 35 сантиметров на, по-моему, 20 или 25 сантиметров, на 25 сантиметров. Короче, вот эта штука прям как раз. Так что поеду с таким красивым гермомешком. Сборы, конечно, сборами, но обед пропускать нельзя. Сборы сборами, но обед пропускать нельзя. Такая вот штука, друзья. Единственное, что меня напрягает, что сегодня должен быть шторм, ливень, и он может начаться прямо сейчас. Да, и шторм может начаться, и ливень может начаться. Надеюсь, что не начнется, пока я иду в ресторанчик, чтобы пообедать. Но посмотрим. Надеюсь, что меня не накроет ливнем. Я не знаю, видите вы или не видите большую опасность впереди. Видите вы большую опасность впереди или нет? Сейчас посмотрим, что будет. Ну ладно, пока встречных машин нет, все нормально. Так, этот тоже объезжает, все нормально. А вот следующий тоже объезжает. Ладно. Все, можно идти. Вернее, бежать. Пробегаем эту лужу. Бежим. Ура! Теперь я в безопасности. Так, что у нас сегодня на обед? На обед у нас сегодня морепродукты. Здесь мидии, креветки. Я не знаю, хорошо ли видно, но я надеюсь, что хорошо. Креветки, немножко картошки фри, курица печеная, кусочек ананаса и овощи. Здесь и брокколи, большое количество брокколи. Это свекла и еще какие-то листья салата. В общем, вот такая у меня тарелочка. А, еще кусочек колбаски. Кусочек колбаски нужен для того, чтобы составить компанию бразильской кашаси. Кашаса — это что-то типа водки, но она имеет разные вкусы. Это с корицей. Будем пробовать. Фух.
Я вообще не фанат крепких алкогольных напитков, но захотелось попробовать бразильскую кашасу. Ну, очень даже ничего. Вот такое здесь прикольное место. Уже раз 20-й я сюда прихожу, здесь ем. Всего на $8-9 можно вкусно и полезно поесть. Это территория отеля, и здесь же есть ресторан. И вон бассейн. Но пора двигать домой, чтобы упаковывать вещи. Короче, я спросил у древнего оракула электронного, что делать. И он мне посоветовал взять, наоборот, теплую воду и промыть теплой водой с мылом. Вот так, сюда налить теплую воду с мылом. Короче, чтобы вся грязь, все, что там налипло на внутреннюю часть, чтобы все это отошло, вся грязь. Сказал, что тогда должно сработать. Проверяем. Проверяем. Так, берем сюда. Так, руки. Не-а. Погодите, пошло. Потихонечку пошло. Так, сейчас попробуем второй. Может быть, второй лучше пойдет. Опа. Нет. Нифига. Следующий совет был капнуть туда WD-40 или WD-40, как мы называем, или ВДшка, просто ВДшка, капнуть туда ВДшки, но у меня ее нет. Фух, ну что ж, время 16:10, значит, с перерывом на обед где-то у меня ушло 5 часов на то, чтобы все собрать. Ну как все собрать? На самом деле, вот здесь вещей больше нет, здесь вещей больше нет. Вот эти 2 чемодана у меня собраны. Черная сумка почти собрана. Ну, а вот это все я буду собирать завтра уже, ручную кладь, потому что мне еще нужен ноутбук. Завтра буду выкладывать подкаст. Кстати, слушайте наш подкаст тоже, друзья, очень рекомендую. И единственное, с чем я не справился, это с тем, чтобы разобрать весло. Я капал туда масло, я мыл шампунем, мылом, наливал туда воду. Короче, я делал все, что только можно представить, но я так и не смог разобрать эти весла. Я не знаю пока, что делать. У меня нет никакого инструмента, чтобы создать рычаг. Не знаю, буду сейчас думать. Может быть, поделюсь с вами в следующем ролике. Что ж, друзья, завтра мой последний день. Увидимся с вами уже в новой стране. Что это будет за страна, узнаете в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайк, присоединяйтесь к membership программе, слушайте подкаст и всего вам самого наилучшего. Чао! Весло. Что мне с тобой делать, весло?